Приветствую вас на канале Две войны. Штрафные части советской армии были созданы в 1941-1942 году для тех, кто, находясь на службе в армии, совершал какие-либо преступления против советской власти, командования или народа, наказанием за которые не предусматривался расстрел. Штрафные части отправляли по решению военного трибунала на установленный на заседании трибунала срок. И в этом ролике я расскажу вам, чем же вооружали штрафников в СССР, как попасть в штрафбаты. В штрафбат в те времена можно было попасть достаточно легко, саботировать военные мероприятия, многократно нарушать дисциплину или же допускать нарушение военной субординации, вплоть до рукоприкладства к командному составу и угроз в сторону власть имущих советского государства. Сказать, что в штрафбатах были условия не сахар, значит ничего не сказать. В таких условиях находилась в тот момент вся Красная Армия. Отправляли туда, как правило, на срок до 3-4 месяцев, но многие возвращались к своим частям уже через пару недель или даже дней. Правда, в большинстве своем ранеными, что считалось искуплением вины перед партией и народом собственной кровью, а в более редких случаях за особое отличие в военных действиях. Кстати, существует заблуждение, будто штрафбаты и штрафные роты существовали только в СССР. На самом деле подобные подразделения были и у вермахта. Чем же вооружались штрафбаты? Вопреки расхожему мнению о скудном оснащении штрафных подразделений, вооружение штрафников ничем не отличалось от вооружения основных частей. К примеру, штрафной батальон, как правило, состоял из 3 стрелковых рот, в каждом отделении которой полагалось иметь ручной пулемет. Остальные бойцы отделения оснащались винтовками Мосина и ППШ, либо ППД. Также в составе батальона была рота бронебойщиков, оснащенная противотанковыми ружьями, была и минометная рота, оснащенная 82 мм орудиями. В качестве оружия поддержки зачастую были пулеметы «Максим», но нередко штрафники оснащались и более современными пулеметами Горюнова. А вот что пишет участник тех событий, который находился в штрафбате. Наш батальон постоянно пополнялся новым оружием в достаточном количестве. У нас уже были еще не широко применяемые в войсках новые автоматы ППШ вместо ППД. Получили мы и новые противотанковые ружья ПТРС, то есть симоновские, с 5-зарядным магазином. И вообще, недостатка в оружии мы никогда не испытывали. А теперь давайте рассмотрим вооружение поподробнее. Винтовка Мосина была принята на вооружение еще в царской армии, да и по сей день остается весьма грозным оружием в умелых руках. Лично я мечтаю заполучить ее в свою коллекцию. Хорошая дальность и кучность боя позволили использовать одну из ее модификаций в качестве снайперского оружия, а ее неприхотливость в использовании создала хорошую славу в солдатских кругах. Пистолет-пулемет Дегтярева. ППД стал первым серийным пистолетом-пулеметом, выпускавшимся в СССР. Сравнительно небольшой темп стрельбы и использование достаточно мощного патрона 7,62 × 25 гарантировало хорошую кучность стрельбы. Плюс ко всему, большая часть деталей пистолет-пулемета имели цилиндрическую форму, что позволяло изготавливать их на практически любом токарном станке. Но производство пулеметов шло достаточно неспешно, а качество сборки откровенно хромало, что впоследствии повлекло за собой снятие его с вооружения в связи с обнаруженными недоработками. Только начавшаяся зимняя война заставила ускоренными темпами доводить ППД до ума и в спешном порядке оснащать ими части Красной Армии. Но 21 декабря 1940 года ППД был снят с массового вооружения ввиду принятия на вооружение ППШ. Пулемет Горюнова или СГ-43. После победы РККК в битве под Москвой остров стал вопрос о создании облегченного варианта пулемета «Максим». Был объявлен конкурс в мае 1942 года, и ровно через год после этого станковый пулемет СГ-43 был принят на вооружение Красной Армии. За время Великой Отечественной войны было изготовлено 80 тысяч экземпляров такого оружия. Пистолет-пулемет Шпагина был принят на вооружение по программе замены ППД в декабре 1941 года, о котором я уже говорил. От предыдущего пистолет-пулемета его отличали несколько конструктивных особенностей. Например, положение магазина сделано несколько выше, что немного понижало профиль стрелка в окопе. Более технологичная конструкция позволяла в несколько раз сократить трудозатраты на производство одного экземпляра, что в разы увеличивало производство в целом. Повышенная скорость стрельбы создавала большую плотность огня, но быстрее расходовала боезапас. Все это позволяло с небольшими для государства затратами оснастить армию автоматическим оружием в кратчайшие сроки. И именно это и сделало ППШ самым массовым пистолетом-пулеметом Второй мировой войны. В целом ППШ с честью прошел всю войну и оставался на массовом вооружении примерно до 60-х годов. В нескольких странах пистолет-пулемет стоит на вооружении и по сей день. Ручной пулемет Дегтярева или ДП. Пулемет Дегтярева разработан в 1924 году и после прохождения различных испытаний встал на вооружение 21 декабря 1927 года. Но конструктора это не остановило, и он продолжал использовать различные конструктивные решения для улучшения характеристик своего детища. Боевое крещение пулемет получил в 1929 году во время конфликта на КВЖД. И далее боевой путь пулемета продолжался аж до 1946 года, пока он не был заменен ротным
пулеметом РП-46. По воспоминаниям ветеранов, ДП являлся отличным оружием, удобным в использовании, неприхотливым и легким в эксплуатации и обслуживании. Пулемет получился настолько удачным, что хорошего мнения о нем были и немцы, у которых вооружение было не в пример лучше. Последняя модификация пулемета произошла в 1944 году, когда была решена проблема перегрева возвратной пружины, улучшена конструкция спускового механизма и решена проблема смены ствола в боевых условиях. Также винтовочная рукоять была изменена на пистолетную, приклад принял несколько другую форму и стал меньше, сошки стали неотъемными. ДП можно смело назвать одним из лучших вариантов оружия поддержки. Сравнительно малый вес, повышенная надежность и неплохая кучность боя, а также легкое снаряжение магазина и устойчивость к загрязнениям дают полное право считать пулемет одним из лучших представителей своего класса. Противотанковое ружье Дегтярева и Симонова, ПТРД и ПТРС. Противотанковые ружья применялись еще в конце Первой мировой войны. В межвоенный период широкого использования не получили ввиду все расширявшегося списка крупнокалиберных пулеметов. Но во время Второй мировой войны противотанковые ружья смогли проявить себя во всей красе. Немецкие танкисты с уважением относились к ружью, которое могло одним выстрелом обездвижить грозную машину. Конечно, с модернизацией существующих танков и появлением новых, противотанковые ружья постепенно теряли свою силу, но даже тогда являлись грозным противником бронированных машин. Конструктивно ружья Дегтярева и Симонова практически не отличаются, кроме наличия магазина на 5 патронов у ПТРС и, соответственно, более высокого темпа стрельбы. Но ПТРД был проще и дешевле в производстве, поэтому его производство и, соответственно, оснащение бронебойщиков ПТРД происходило быстрее. Сами же солдаты больше любили ПТРД, нежели ПТРС, в первую очередь из-за веса винтовки. 22 кг ПТРС против 17,5 у ПТРД. Особенно эта разница ощущалась в пеших переходах, когда солдаты могли двигаться по десятку километров в день. Также стоит добавить, что штрафники, так же как и обычные солдаты, любили использовать трофейное немецкое оружие. Однако это не носило массовый характер. И в заключение я скажу, что за время современной истории тема штрафбатов обросла огромным количеством разных домыслов и мифов. И заблуждение относительно катастрофической нехватки оружия в штрафбатах и атаки со штыками является еще одним подобным мифом. А как вы считаете, какое еще оружие использовали в советских штрафбатах? Свое мнение пишите в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Все это очень поможет его продвижению.